Нет ничего, что так лишает разум способности мыслить и действовать, как страх. А его главным источником всегда остается неизвестность. Двери. Чаще всего это буквально единственное, что отделяет нас от внешнего мира. В разных культурах двери символизируют разные вещи. Где-то это некий портал, пройдя через который ты оказываешься в совершенно ином состоянии. В храмах Древнего Египта пороги и входные двери часто символизировали переход из мирского пространства в священное, отделяя таким образом сакральное место от обычной жизни. В славянской культуре входная дверь и порог считались некой магической границей между домом и миром живых и внешним миром, который мог быть наполнен опасностями и потусторонними силами. Не здоровайся и не прощайся на пороге, это к несчастью. Через порог ничего не передавай, будет ссора. Не мети мусор через порог, выметишь счастье. Наверняка вы что-то из этого слышали. Но если со сверхъестественным в целом-то все понятно, то есть кое-что куда страшнее сверхъестественного. Естественное. Друзья, это продолжение первого выпуска по записям с дверных звонков. В отличие от других выпусков и тематик по разным историям, здесь есть одна важная особенность. Мы с вами знаем, что за каждой записью стоит история, но чаще всего понятия не имеем, какая. Информации я дам столько, сколько смогу найти по всем этим историям, но каждая запись чаще всего это лишь одно страшное, мрачное, тревожное мгновение, за которым следует лишь тьма и пустота, в которые мы сегодня с вами и погрузимся. А прежде чем мы начнем, если вам нравятся ролики на этом канале, то ваш лайк, подписка и комментарий, особенно сейчас, очень сильно помогут в продвижении конкретно этого ролика YouTube. Спасибо вам за это. Также напомню про телеграм-канал, в котором я делюсь дополнительными материалами к выпускам, источниками и новостями про грядущие выпуски. Про этот в том числе. Обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не терялись. Итак, начнем. 12 ноября 2019 года. Лос-Анджелес. 11 часов вечера. Все тихо, спокойно, это обычный вечер, как вдруг на улице слышно вот это. Если очень внимательно прислушаться, то помимо общих криков и слов «спасите кто-нибудь», можно услышать еще и мужской голос, который говорит «прости меня». Также на записи отчетливо видно проезжающую в этот момент мимо машину с открытым багажником, и крики приближаются и отдаляются вместе с этой машиной. Было ли это похищение? Большинство склоняется именно к этому варианту. При этом полиция так и не выяснила, что это было, кто там был и что вообще произошло. Поэтому это все лишь догадки и не более. Интересно еще то, что в запись не попало, а именно мужчина, один из соседей, выбежавший из дома и попытавшийся на самом деле догнать эту машину. Но у него, к сожалению, ничего не вышло. И про эту ситуацию больше ничего не известно. Максимум информации, что я нашел, это было предположение в интернете в какой-то момент, что девушка на видео — это некая пропавшая Ташира Боутон. Однако спустя время, по последней информации, Ташира нашлась, она была в порядке и сама утверждала, что на той записи не она. Свидетели еще сообщили, что видели, как мужчина в машине тянул за волосы девушку на пассажирском кресле. В машине их было двое. Кто же там был и что случилось с этой девушкой, до сих пор остается открытым вопросом. Следующая запись, которую мы посмотрим, в отличие от предыдущей, мы знаем, что случилось и с кем это случилось. Но элемент этой неприятной неизвестности в этой истории, поверьте, пугает, возможно, даже еще больше. Год все тот же, 2019, но в этот раз Техас.
Как я и сказал, в данном случае мы знаем, что произошло. И с кем. 25 января в городе Томбл в Техасе девушка по имени Элизабет Бараза, проживавшая там со своим мужем Серхио, решила устроить гаражную распродажу. Знаете, как в тех самых фильмах, когда прямо перед домом вываливаются все старые ненужные вещи, а люди, проходящие мимо, могут что-нибудь интересное для себя найти да приобрести. Утром в этот день Элизабет была на улице. Готовилась к распродаже, как около 7 к ней подошел кто-то неизвестный. И дальше то, что вы слышали. Выстрелы. 4. 3 в грудь и последний. Голова. Соседи позвонили в 911, как только услышали эти выстрелы. Девушку увезли в больницу, но уже на следующий день Элизабет не стало. Ей на тот момент было всего 29. И с того события прошло уже 6 лет, а виновного так и не нашли. И это при том, что была еще и вот эта запись с другой камеры наблюдения. Даже запись авто и модель машины известна. Многие пытались расшифровать аудио, записанное на камеру с дверного звонка, так как там еле-еле слышна какая-то речь. Но из отчетливого там слышно только, как девушка говорит «доброе утро», потом что-то невнятное и выстрелы. Стрелявший ничего не забрал с места преступления. Информацию про саму распродажу ни Элизабет, ни ее муж в социальных сетях также не публиковали. Было лишь несколько вывесок про эту распродажу, которые пара выставила буквально за день до самой распродажи. Отец Элизабет, и на самом деле не только он, многие уверены, что это была не случайность, что кто-то хотел ее смерти, что это был кто-то, кто знал и само место, и когда и где будет Элизабет, и нанял другого человека сделать это. Ничего не было украдено с места преступления, как я и сказал. Первое и основное подозрение, конечно же, падает на мужа Элизабет, Серхио. Но это все лишь голословные обвинения, так как никаких доказательств и подтверждений этому нет. Хотя, опять же, когда я собирал информацию для этого выпуска, я натыкался чуть ли не везде на комментарии людей о том, что во всем виноват Серхио. Он все знал, он все подготовил и все в этом роде. Опять же, никаких подтверждений этому нет. Это лишь догадки, поэтому остается только надеяться, что рано или поздно, даже спустя столько времени, правда когда-нибудь да всплывет, а совершивший это зверство понесет наказание. По крайней мере, родители Элизабет все еще не теряют надежду. Они активно ведут и обновляют сайт, посвященный произошедшему с их дочерью. Там очень подробно собрана вся информация, и они даже недавно повысили вознаграждение за любую деталь, за любую зацепку, которая может помочь в расследовании. Буквально недавно с организацией Crime Stoppers, которая дает возможность людям анонимно сообщать информацию о каких-либо преступлениях, они повысили вознаграждение до $50 000 за любую зацепку, за любую, которая может привести к правде. Элизабет, как я и сказал, было всего 29. По словам всех, кто ее знал, она была доброй, веселой, очень любила «Звездные войны» и Гарри Поттера, была даже активным участником местного сообщества косплееров, часто участвовавших в благотворительности. Они приходили в больницу к больным людям. Ей просто нравилось делать другим людям приятно. Элизабет не стала в той же больнице, в которой она с другими косплеерами выступала как раз для больных в рамках благотворительности. А еще девушка была донором органов, и после смерти она спасла аж 4 человек, подарив им часть себя. И вот эта неизвестность, о которой я говорил, неизвестность того, почему и кто это сделал, спустя столько времени, имея на руках все эти записи, это искренне пугает. Я думаю, самое сложное — это не знать, зачем. Все эти записи с камер дверных звонков, которые достаточно сильно распространены в США, с одной стороны, это очень полезная штука. В целом видеть и понимать, кто там за дверью и что там вообще происходит, я бы сказал, это необходимость, особенно когда ты живешь даже не в квартире, а в доме. Когда я искал информацию для этого выпуска, я натыкался на очень неожиданные случаи и истории, когда эти камеры буквально спасали людям жизнь. Если вам интересно, обязательно расскажу и про такие. При этом некоторые люди, как оказалось, используют эти
эти же камеры от этой же компании внутри своих домов и квартир. Родители, например, могут поставить такую камеру специально в детскую, чтобы была возможность всегда увидеть и проверить, что там происходит, все ли в порядке. И это, безусловно, тоже полезная функция, но не тогда, когда к этой камере может подключиться кто-то посторонний. Да, год все тот же, 2019 декабрь. Семейство Ли Мэй установило одну из таких камер в спальне своих дочерей. И буквально 4 дня спустя после того, как они ее поставили, просто ни с того ни с сего, с динамиков, установленных в самой камере, в пустой спальне заиграла песня. Когда девочка Алиса решила проверить, что это за звуки, она услышала вот это. Hello there. What? Who is that? I'm your best friend. I'm Santa Claus. I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend? I'm Santa Claus. I'm your best friend. С ней через камеру говорил какой-то мужчина, назвавшийся ее другом по имени Санта-Клаус. Девочка, естественно, была перепугана и тут же позвала маму. Кто взломал камеру, неизвестно, а сама компания дала семье Ли Мэй довольно странный и очень обобщенный ответ о том, что чисто технически следов взлома они на своей стороне не обнаружили. Наша команда по безопасности расследовала этот случай, и у нас нет никаких доказательств несанкционированного доступа или компрометации систем или сети Ring. Недавно мы узнали об инциденте, в ходе которого злоумышленники получили учетные данные некоторых пользователей Ring, например, имя пользователя и пароль, из стороннего внешнего сервиса, никак не связанного с самой Ring, и использовали эти данные для входа в некоторые аккаунты Ring. Знать, что кто-то наблюдает за моими дочерьми в их комнате, это мой худший кошмар, сказала тогда мать Алисы. Но, как оказалось, таких случаев взлома довольно много. И вот еще один из них. What you watching? Hey, what show is that? You hungry? What? Hello? Powering off. What was that? Hello. This is Ring. Who is this? Who is this? И снова неизвестно, кто именно это был. Специалисты вообще советуют использовать двухфакторную аутентификацию, потому что ее отсутствие как раз частая причина взлома подобных камер, даже если у людей самый хитро придуманный и непростой пароль. На мой взгляд, самое страшное тут то, что если бы взломщики не дали никак о себе знать, а для этого достаточно было просто молчать и наблюдать, то буквально никто из этих людей так и не узнал бы об их присутствии в своей жизни. Ладно, давайте из всей этой жуткой и мрачной неизвестности отвлечемся на неизвестность поприятнее. Выдохнем чутка. Эдакую обратную сторону чего-то неизвестного. Ведь если это подарок, если это сюрприз, то такая неизвестность, в отличие от всех этих жутких и страшных записей и роликов, вызывает не страх, а приятное такое чувство взволнованности и радости. И мы с вами обладаем суперспособностью эти чувства дарить, например, родным и близким. Впереди куча праздников: 8 марта, 14 февраля, 23 февраля, а это значит, что пора уже озадачиться вопросом и подарков, и цветов, и всего, что так или иначе порадует того, кто вам дорог. А Flow Wow — это то, что может всем нам с этим помочь. Это такой маркетплейс, где и цветами можно закупиться, и сладостями, и просто какими-то уютными или вкусными штуковинами в подарок или себе, или близким. Например, чем-то вот таким.
Что это такое? А это клубника в шоколаде вперемешку с малиной. Поверьте, от такого никто не откажется. Причем самое главное — доступность, прозрачность и удобство. Работают ребята аж в 1200 городах по всему миру. Всегда покажут сам товар перед отправкой, чтобы понимать, что вы получите. А в приложении еще и есть удобный календарь, куда можно сразу вбить все нужные даты, и в необходимое время заранее вам придет пуш и напоминалка. Для меня это супер важно. Память на даты ни к черту. Ну а чтобы вам было приятнее дарить, от себя я могу предложить вам промокод Максимал на скидку 15% на первый заказ. Ссылку на ребят вы можете найти в описании или просто перейти по вот этому QR-коду на экране. Промокод рабочий аж до конца апреля, но два спойлера. Первый, лучше озаботиться вопросом заранее и подготовиться сейчас. И второй спойлер, чтобы кого-то порадовать, в целом праздники, в общем-то, не обязательно. Выдохнули? Что ж, тогда возвращаемся к нашей неизвестности. Обязательно закрывайте двери. А лучше прямо сейчас перепроверьте, точно ли вы закрыли дверь. Под прошлым выпуском некоторые сказали мне спасибо за столь очевидное напоминание. И не открывайте. Никогда не открывайте незнакомцам. Так, подошел странный мужчина, он попытался открыть дверь, у него не вышло, и он звонит в звонок. Есть такое ощущение в самом начале, что он как будто бы здесь живет, или его здесь ждут, например. Дальше ему просто открывают дверь. Да, он спокойно зашел, поздоровался. Ну, значит, все в порядке. Или не совсем. Ведь буквально через секунду тот, кто открыл и с ним поздоровался, спрашивает, кто вы такой. Who are you? Everybody knows how to hear you. Good. You need to leave. How far? Out there. What's the stairs? What? What's the stairs here? Come on, where are you going? What's the stairs? При этом буквально выталкивая мужчину из дома. А тот напоследок делает вот это. Goodbye, you. И все. Это вся история. Но если задуматься, то, что мы с вами увидели, это по сути хэппи-энд, который мог обернуться совсем иначе. Друзья, то, что сделал хозяин дома, пожалуйста, не повторяйте такого. Причем слышно, что он там дома не один. Наверняка с семьей, с женой, с детьми. Один безрассудный поступок, просто поворот дверного замка и открытие двери может привести к очень большим проблемам. Но что делать, если вы ждете курьера? Все же мы открываем им двери. Вот и Рэймонд Хоукинс, автор следующей записи, сделанной на камеру дверного звонка в Великобритании 1 мая 2020 года, просто открыл дверь курьеру. Мужчина открывает дверь, курьер говорит, что ему нужно сфотографировать посылку. Опять же, для нас, мне кажется, очень привычная и понятная ситуация. Но вот что происходит дальше. Это, как вы поняли, было запланированное ограбление. Эти люди в доме были буквально несколько мгновений. Затем пулей вылетели оттуда, забрав с собой драгоценностей на сумму в 20 тысяч фунтов. Сам хозяин дома был ранен в голову. У грабителей с собой был нож. Но что еще хуже, был ранен его сын, которому было всего лишь вот столько. Ранение было в плечо от выстрела. По информации, что я нашел, и с мужчиной, и с его сыном все, к счастью, уже в порядке. Чего не скажешь о нападавших. Курьер, а именно Кристофер Саржент, которому сейчас 31, был арестован и приговорен к 15 годам. Его пособник Энтони Ласкелес, которому 37, был приговорен к 18 годам, а 31-летний Аджайпал Сингх
ко всем 20. У меня только один вопрос. Как теперь курьерам открывать? Как говорится, спасибо за еще одну фобию. Всегда смотрите в оба. Всегда осматривайтесь. Особенно, когда заходите домой, открывая дверь. Еще одно, возможно, уже не такое очевидное правило, но такое же важное, как и то, что двери нужно не забывать закрывать. 2022 год. Девушка по имени Джоджи Рамирес вечером возвращается со своим сыном домой. Ничего такого, кроме одного момента. Shower really fast. I need you to go shower. Please, Daniel. Who's that? Who is that? Get out of here. Get out of here. There's a guy outside. Look. Этот жуткий и холодный взгляд, с которым он просто стоит и смотрит, честно говоря, хуже любого хоррора. Но на самом деле могу немного, наверное, вас успокоить. Спустя какое-то время родные этого мужчины связались с девушкой, сообщив, что он на самом деле болен и что он перепутал свой дом с чужим, заверив девушку в том, что он не опасен и ничего плохого делать не собирался. Но будем честны, хорошо, что она все-таки закрыла дверь. Что ж, и давайте напоследок, как и в прошлый раз, завершим этот выпуск чем-то действительно страшным и шокирующим. На кадрах будет изображен настоящий монстр. Хитрый, опасный, неудержимый, готовый на все, чтобы попасть внутрь. Друзья, такой вот получился выпуск. Как я и говорил, далеко не всегда в подобных записях есть полноценная большая история, что опять же делает это все еще более жутким и страшным. Таких, назовем их, мгновений тьмы, очень много. И если вам интересны такие вот небольшие истории в виде подобных записей, и вам хотелось бы еще как минимум один выпуск, ну, или же вам просто нравятся ролики на этом канале, то ваш лайк, комментарий и подписка на канал, как я уже говорил, очень сильно помогут в продвижении этого ролика ютубом. Еще раз спасибо. А я иду готовить следующий большой и сложный выпуск, о котором уже писал в Телеграме. Вступайте туда, не потеряемся. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих родных и не открывайте двери незнакомцам. И вообще лучше не связывайтесь с незнакомыми людьми. Вам и знакомых, думаю, в жизни хватает. Оставайтесь людьми. Всех максимально обнял. Пока.